Frost Valley Merge and Story. Думаю, все вы видели рекламу этой игры, которая, кстати, является одной из самых популярных казуальных игр в Google Play. Больше 1 миллиона скачиваний и оценка 4,9. Это за 3 месяца с момента релиза. Давайте посмотрим, почему это настолько популярно. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Нас выбросили. Ну а дальше что? Нам придется чинить дом, как в рекламе. Музыка, кстати, куда-то исчезла. Следующей ночью. Ну да, у нас геймплей так же само начинается. Но почему игра без звука? Так, нужно чинить. Аптечка. Покупать. Диалоги. А если здесь перевод? Чиним дверь. Починили. Но геймплей, опять же, довольно-таки человый. Странно, как это у нас, кстати, появилась дверь. Ну и фактически главная суть игры — это просто восстанавливаться. То есть сначала мы восстанавливаем дом, потом мы восстанавливаем еще что-то. И так постоянно просто налаживаем жизнь нашего персонажа. У нас закончились монеты, и у нас открывается другая часть геймплея. Ну, хотя, как сказать, другая часть. Здесь весь геймплей — это просто объединять предметы, как я понимаю, да? Ага, это как так работает? Я генерирую новые предметы? Если честно, довольно-таки необычный геймплей, я не встречал подобный, я не говорю, что это что-то прям новое и уникальное, но лично я с таким не имел дела. А мы бесконечно вот так вот можем генерировать. И нам так нужно до финала дойти, пока все не исчезнет. Получили еще монеты. Следующая серия диалогов, но перевести игру мне не дают. Ну, типа, буквально я не могу никуда нажать. Нас только ведут чисто по геймплею. Но самая главная часть — это, походу, вот этот геймплей. Самая главная часть геймплея игры, да? Все, я понял. Нам не обязательно все проходить, нам нужно двигаться чисто по вот этим квестам. Все, я понял. Меня напрягает то, что вот здесь у нас энергия написана. Ну, точнее, не написано, а значок энергии. Если у нас значок энергии, это значит, что у нас не бесконечно доступно. А если это недоступно бесконечно, значит, тут уже можно как бы сложить 2 плюс 2 и понимать, что там либо за донат, либо за рекламу придется нам все это восстанавливать, либо ждать. Ну да, у нас 71 энергия, вот 10 секунд до восстановления следующей, но у нас в то же время следующая часть дома требует восстановления. Это кресло. Все, восстановили. Level up плюс энергия. Ну, сейчас нам level up легко даются, поэтому с энергией у нас нет проблем, но со временем, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что энергия — это будет прям критически важный ресурс для того, чтобы много играть. Можно проапгрейдить. Проапгрейдили, и теперь у нас... у нас теперь смешано появляется. Другие части еще, другие блюда. Ну да, по сути, основная часть — это вот так вот еду собирать, кормить, получить за это монеты и, собственно, двигаться как-то по сюжету. Ну, все по идее. Кстати, здесь есть еще подсказки, это если вы АФКшите, допустим. Ну, хотя это и логично. Но проиграть в этой игре, как я понимаю, вообще невозможно, да? Внизу, кстати, как я понимаю, у нас показывают прогресс первой главы. Здесь по углам у нас двигается весь игровой прогресс, но меня так до сих пор и не пускают. Посмотреть настройки, вроде как пускают, наконец-таки. Нет, никакого перевода нет. Ну, короче, игра полностью на ИИ построена. Но, опять же, здесь разрабы тоже нормально постарались, это все нужно было скомпилировать по красоте, что они, собственно, и сделали. Но геймплей довольно-таки простенький, и здесь нет возможности проигрыша, разве что можете потратить всю энергию и ждать, пока она восстановится. Ну и просто такая человая чистая игра. То есть, собираете монетки, вот здесь что-то делаете, вот у нас уже разнообразие пошло, есть 3 разных ветки, понятное дело, что нам все это нужно будет покупать, и светильник, и одежду, и здесь что-то починить. Но для этого нам нужно будет здесь фармить монетки. Ну да, короче, игра полностью примитивная, человая, никакой духоты нет, чисто гринделка, если можно это назвать гринделкой. Ну хотя однообразный геймплей — это часто и гринделки, просто, даже в той же гринделке как будто бы есть какая-то сложность, нет? Ну хотя, опять же, тоже разные есть гринделки. Так что тут, наверное, нет смысла придираться. 3-й левел, что-то у нас еще открылось. Стартер гифт. Это опять энергия, опять бриллианты. Ну, кстати, бриллианты — это донат-валюта. По идее, на что это может быть? Вот здесь у нас есть фри монетки какие-то, или ящик с монетками. А остальное — еда, одежда. А в чем смысл этого? Это типа у нас, опять же, вот в этом режиме? Ну да, это нам в этот режим подкидывает. Какие-то кейсы есть. Зачем в этой игре вообще кейсы, вот честно? Это что такое? И это какие-то пуговица. Что это? Я могу собрать что-то из этого? А что я могу с этого потом собрать? Одежду какую-то? Типа здесь есть скины? Ну, не знаю. Так здесь у нас с этого ящика еще и энергия может дропаться, серьезно? Ну блин, нам сейчас это подкидывает жестко, как будто бы в будущем такого не будет контента. Я читал как бы в отзывах, со временем, чем дольше вы играете в игру, тем медленнее становится игровой прогресс, тем больше требуется опять же доната.
Поэтому это сейчас хорошо, нам все игра подкидывает, награды, энергию и так далее, но дальше с этим прям будут проблемы. И прогресс игровой сильно замедлится из-за этого. Ну, ожидаемо на самом деле. А в каких играх сейчас не так? Опа, у нас внезапно новый генератор появился. В этот раз это у нас корзина с клубникой. Ну, то есть здесь и вот так вот открывается вообще с другой стороны игра, по сути. Я-то думал, что здесь все будет гораздо примитивней. Но вот здесь конкретно разнообразие, вот здесь, где у нас объединяются предметы, в игре довольно-таки хорошее присутствует. Здесь разрабы все-таки постарались, много накидали контента. То есть есть вот это, есть булочки. Здесь есть еще всякие... Вот, кстати, вот эта корзинка у меня появилась, когда я вот эти объединял корзины. Это типа 3-го уровня или какого было. Здесь у нас также есть какие-то, ну, бриллиантики, это понятно. Есть какие-то десерты, это тоже понятно. Есть вот это. Есть вот это тоже с чем-то придется объединять, и это дальше тоже нам будет открывать что-то совершенно новое. Так что по геймплею я бы не сказал, что игра бедная. Да и на самом деле была бы игра настолько бедна по разнообразию геймплея, едва ли бы у нее такая высокая была бы оценка. Но хотя оценка это далеко не всегда показатель чего-то хорошего. Я, изучая вот эти вот тренды Google Play, записывая подобные видео, уже неоднократно в этом убеждался. Опа, у нас еще добавилась какая-то другая часть, какие-то солнышки +1. 0 с 6. Это нам нужно для... вот этого какого-то квеста, ивента, что это такое? Ящик я могу, мне ящика корзину вот эту объединить. У нас напитки появились. А это что такое у нас? Это нам нужно собрать. Блин, много всего есть, в чем нужно еще разобрать. А это что за пузырь? А, да, за донат, даже так. Вот этого я, если честно, не ожидал. Стоп, единица энергии тратится каждый раз, когда я вот здесь прокликиваю. А, вот куда тратилась энергия. А я что-то как-то помнил о том, что у нас есть энергия, но что-то как-то не задумывался, куда конкретно она тратится. Вот теперь я уже понял. Ну да, все-таки не зря вот здесь картинка этой же энергии, значок. Это многое объясняет. О, собрал 6 из 6 и получил в итоге... А, вот такую вот награду. Понятно, для чего это было. Ну и дальше у нас перезапускается этот квест, и снова 6 нужно найти. Ну да, это такие небольшие награды, которые нас немножечко вот здесь бустят, ускоряют игровой прогресс. А заказы, как я понимаю, здесь вообще не имеет ценности. То есть вот этот тортик, он типа тир 5 идет, но при этом плюс 8 монет за один такой тортик. А тут плюс 20. Тут тоже тир 5, а первое, что блюдо у нас тир 6. Вот это плюс 8, хотя здесь тир 3 у нас блюдо. Ну, короче, здесь в плане ценности предметов и их оплата какие-то вопросы прям по заказам. Какие-то заказы крайне невыгодны, но сидеть это все и высчитывать, я думаю, никто не будет. Ну, короче, игра по своей сути очень человая. Я думаю, вы это прекрасно поняли. Глубокого геймплея здесь нет, но разнообразие геймплея здесь присутствует. В целом, все, что вы делаете, это вот так вот объединяете предметы, выполняете заказы, фармите монетки и тем самым прокачиваете вот здесь дома разные вещи, тем самым двигая историю. Локализации в игре нет, это, конечно, проблема. Но в то же время, кстати, в игре нету никаких таймеров, как и в других играх головоломка, знаете, где вы зависите просто от таймера. То есть вам на скорость нужно проходить, вы можете не успеть, но здесь есть зависимость от энергии. Это да, это факт. Но во всяком случае, я могу сказать то, что я понял, почему это настолько популярно. Это действительно довольно-таки человая, расслабляющая игра, которая играется небольшими сессиями. Когда вы потратите энергию и будете ждать, когда она восстанавливается, это опять же и делает геймплей на короткие сессии, потому что длинные сессии вам не получится играть, энергия быстро закончится, в игре буквально делать нечего. Я пока что до этого момента еще не добрался, 125 энергии у меня есть в кармане как бы. Но со временем, как я сказал уже, будет игра ощущаться гораздо душнее. С энергией будут проблемы, прогрессия будет сильно замедляться. Ну, короче, классическая история для подобных игр. Но это не меняет того факта, что игра, во-первых, очень популярна, во многом из-за рекламы. Во-вторых, то, что хорошие оценки, потому что те, кто ставит оценки, это вообще зачастую игроки, которые глубоко не окунаются в геймплей игры. А так, немножечко поиграют, быстро оценку поставят. Возможно, они вообще поставят оценки, потому что игра сама просит. В играх, знаете, есть вот эти уведомления, типа, если вам нравится игра, поставьте нам там оценку 5 звезд. Кто-то ставит, я, честно говоря, вообще никогда не ставил, когда-то разве что давно. Я в целом никогда не оцениваю игры в Google Play, поэтому не до конца понимаю, кто и как, ссылаясь на что вообще делает эти оценки. Во всяком случае, что эта игра из себя представляет, я для вас раскрыл, и надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений. И желаю вам успеха, и надеюсь, увидимся в других роликах.